Привет, друзья! Вы когда-нибудь слышали, как трейдеры зарабатывают на криптовалютном рынке, не гадая, куда пойдет цена вверх или вниз? Да, это называется арбитраж криптовалют. И в этом видео мы разберем разные стратегии арбитража криптовалют, от межбиржевого до спот плюс фьючерс и фандинг арбитража. И ответим на главный вопрос, сколько на этом можно заработать. Если вы новичок или хотя бы пробовали торговать криптой, то это видео для вас. Поэтому смотрите его до конца, ставьте ему лайк, подписывайтесь, а мы поехали! Давайте разберем пошагово, что такое арбитраж криптовалют и какие риски здесь существуют. Во-первых, начнем с определения. Арбитраж криптовалют — это покупка токена дешевле на одной бирже, перевод на другую биржу и продажа дороже. Допустим, биткоин стоит 65 тысяч на бирже Bybit, а при этом на бирже Binance он стоит 65 200. Соответственно, мы на Bybit покупаем данный токен, переводим на Binance и там продаем и зарабатываем 200 баксов. Разница между ценами — это и есть наша прибыль. Но не забываем про вычет комиссии, и в итоге мы там заработаем примерно так, но если скинуть на глаз, то 150 баксов. Это с вычетом комиссии и всех транзакционных издержек перевода. Поэтому тоже важно учитывать комиссии, это один из рисков в арбитраже. На крипторынке арбитраж очень популярен, потому что разница в ценах возникает из-за спроса, ликвидности и особенностей платформ. Иногда возникают очень сильные арбитражные возможности, например, при взломах, либо при делистинге токена. Токен может на одной бирже очень сильно упасть, на других биржах он не успеет еще упасть, и вы можете забрать эту разницу. Поэтому арбитраж он будет актуален всегда. В боковике, в восходящем тренде, нисходящем тренде всегда есть разница в ценах, которые вы можете забрать. И давайте сейчас подробно разберем все эти три типа арбитража: межбиржевой, спот плюс фьючерсы и фандинг. Погнали с межбиржевого. Это классический арбитраж, где вы покупаете токен дешевле на одной бирже, переводите на другую и продаете там его дороже. Допустим, токен оптимизм стоит на одной бирже $2, на другой бирже он стоит $2.20. Соответственно, с одного токена вы зарабатываете 20 центов. Вы покупаете его на первой бирже, где он стоит дешевле, и переводите на другую биржу, где он стоит дороже, и там продаете и забираете разницу с одного токена 20 центов. Соответственно, чем больше токенов вы купите, тем больше вы заработаете. Поэтому заработок напрямую зависит от вашего депозита. Чтобы заниматься этим видом арбитража, вам нужны аккаунты на нескольких биржах. Вы должны выбрать самые популярные топовые биржи: Binance, Bybit, KuCoin, MEX, Gate и разные другие. Создать там аккаунты, пройти KYC верификацию, и тогда вы сможете заниматься этим видом арбитража. Чтобы искать сделки по этой стратегии, вы можете использовать разные сервисы, как бесплатные, так и платные. Из бесплатных это Cryptorant, CoinMarketCap, а из платных это арбитраж сканер, который автоматически за вас находит сделки. Вы просто вводите нужные параметры, и сделки вам выдаются. Выглядит это примерно так: то есть ввели нужные параметры, биржи, на которых вы хотите арбитражить, переходите ниже, и вам выдаются сделки, показывается биржа, на которой нужно купить, биржа, на которой нужно перевести токен и продать, а также профит, который вы заработаете. И это все автоматически благодаря арбитраж сканеру можно находить такие сделки. Следующий вид арбитража называется спот плюс фьючерс. Он немножко сложнее, чем межбиржевой, но в принципе для новичков будет понятно. Сейчас объясню. Суть этого арбитража максимально проста. У нас есть токен, который стоит дешевле на споте на, допустим, бирже Bybit, и при этом он на фьючерсах на Мексе стоит гораздо дороже. Допустим, токен XMR. Он стоит на Bybit на споте 270 баксов, а при этом на споте на Мексе он стоит 300 баксов. И при этом на фьючерсах на Мексе он стоит 300 баксов. Соответственно, у нас есть разница в ценах между спотом и фьючерсом. И с помощью спот плюс фьючерс арбитража мы можем ее забрать. Мы покупаем токен там, где он стоит дешевле на споте, то есть на бирже Bybit, а на Мексе мы начинаем его шортить, потому что фьючерс всегда стремится к спотовой цене за счет разных арбитражников, трейдеров и фандинга. Поэтому мы с вами заработаем на том, когда цены сойдутся. Как только цены начинают сходиться, мы можем закрывать нашу позицию. Важно покупать токен на одну и ту же сумму, то есть если мы покупаем на споте на $1000, то и на $1000 мы должны шортить. Можно использовать плечи, они опять же увеличивают ваш риск, поэтому тоже стоит на это обращать внимание. Также есть комиссии за открытие и закрытие сделок. Из рисков это опять же ликвидация, если токен резко полетит, но если вы не используете плечи, то риск ликвидации очень мал. Опять же, вы находитесь в дельта-нейтральной позиции, у вас есть и спотовая, и хеджирующая позиция на фьючерсах на шорте. Поэтому как бы это считается одним из самых менее рискованных видов арбитража, и будет очень сложно уйти в минус здесь. Также еще один из рисков это взлом биржи, но опять же взлом биржи есть вообще, если вы торгуете на споте, либо где-то еще на фьючерсах, он всегда есть этот риск. Как взломали биржу FTX, тоже как бы была топовая биржа, но никто не знал, что такое произойдет, и в итоге люди потеряли там очень много денег. Поэтому если мы занимаемся арбитражом, то на бирже храним только ту сумму, с которой мы будем работать. Искать такие сделки опять же можно с помощью разных сканеров, допустим арбитраж сканер. Здесь вводите определенные параметры, можно раскрыть более подробные настройки, указать все как вам надо. Стратегия фьючерс плюс фьючерс, фьючерс плюс спот, либо спот плюс фьючерс. В данном случае спот плюс фьючерс. И здесь вам автоматически будут выдаваться сделки. Вам будет показываться биржа, на которой вы должны купить токен, биржа, на которой вы будете шортить. Также отображается фандинг и профит, который вы заработаете. И это все арбитраж сканер находит за вас автоматически. Вы ввели нужные параметры, он вам выдает сделку, вы просто заходите на биржу, открываете сделку и зарабатываете профит. Ну и третья стратегия на сегодня это арбитраж фандинга. Это более продвинутая стратегия, связанная с фьючерсными рынками. Фандинг это комиссии, которые трейдеры платят за удержание длинных либо коротких позиций. Если фандинг положительный, то лонги платят шортам. Соответственно, вы можете открывать шортовую позицию и зарабатывать за счет того, что очень много лонгистов налипло, и
они будут вам платить комиссионные. Чтобы находиться в дельта нейтральной позиции, вы можете на другой бирже открывать шорт, либо покупать этот же токен на спот. Обычно фандинг выплачивается каждые 8 часов, но бывает и реже, там каждые 4, каждые 2 часа. Все зависит от волатильности на рынке. Можно даже сказать, что это пассивный доход, так как вы открываете фьючерсную позицию и просто ждете списания фандинга. Вы не гадаете, куда пойдет цена вверх или вниз, вы зарабатываете на списании фандинга. Абсолютно бесплатно фандинг можно смотреть на бирже Arbitrage Scanner. Заходите в вкладочку Funding Rates, и вам отображаются фандинги на разных биржах. Отображается токен, максимальный спред между фандингами, соответственно, этот спред вы можете забрать. Находите биржу, где у нас фандинг, допустим, положительный и отрицательный, соответственно, что мы делаем? Там, где у нас фандинг отрицательный, мы открываем лонг, потому что шортисты платят лонгистам. Там, где фандинг положительный, мы открываем шорт и зарабатываем с шорта. И таким образом можно зарабатывать на арбитраже фандинга. Иногда бывает, что фандинг отрицательный и отрицательный, соответственно, вы можете зарабатывать на разнице отрицательных фандингов. Смотрите, у нас на бирже CoinEx фандинг 0.265, а на бирже Bybit он 0.0462. Соответственно, так как у нас фандинг на CoinEx более отрицательный, мы на нем лонгуем. Будем зарабатывать комиссионные шортистов. А на бирже Bybit мы будем шортить. Так как у нас фандинг отрицательный, мы будем платить небольшую комиссию. Но за счет разницы между фандингами мы будем с вами зарабатывать. И опять же, заходить нужно на одну и ту же сумму. То есть, если вы шортите на 1000 долларов, то и лонговать вы должны тоже на 1000 долларов, чтобы оставаться в дельта нейтральной позиции. Наша задача здесь забрать фандинг, который указывается сверху на бирже, и показывается, во сколько он будет списываться. На бирже Bybit фандинг отображается здесь. Мы видим, что он минусовой, и также видим время списания, через сколько часов или минут он спишется. Ну и теперь ответим на главный вопрос: сколько можно заработать на арбитраже криптовалют? Сразу скажу, что заработок будет зависеть от вашего капитала, активности и упорства. Межбиржевой арбитраж. Часто здесь доходность у нас в районе 0,1-1% после уплаты комиссии. Соответственно, с капиталом 10 тысяч долларов, если вы проведете 10 сделок с доходностью 0,5, то вы заработаете 500 баксов за день. Спот плюс фьючерс арбитраж. Здесь уже доходность выше, и она у нас составляет 1-3% в среднем за сделку после уплаты комиссии. Соответственно, с 1000 долларов с 5 сделками в день с доходностью 2% вы заработаете 100 баксов за день. Для новичков с небольшим капиталом это одна из самых выгодных стратегий арбитража криптовалют, потому что она считается еще одной из самых менее рискованных. Арбитраж фандинга. Здесь средняя доходность 0,01-0,1% за 8 часов. С 10 тысяч долларов со средним фандинг рейтом 0,05 вы заработаете 45 баксов в день. Соответственно, в месяц это будет 1350 баксов. Соответственно, это одна из самых ленивых и пассивных стратегий, так как вы ждете просто списания фандинга, забираете фандинг и закрываете сделку. Я разобрал среднюю доходность. Опять же, все зависит от вашего капитала, от комиссии, от того, какие сделки вы будете открывать. Если вы новичок, соответственно, вы можете не рассчитывать прям на супер доходность. Вам нужно научиться на маленьких суммах, потом уже открывать сделки на большие суммы. Средняя доходность в месяц для арбитража криптовалют это 5-10%. Это нормальная, не завышенная обычная доходность на арбитраже криптовалют. Какие здесь могут быть риски? Первое — это задержка в переводах. Пока вы переводили токен с одной биржи на другую, цена изменилась, соответственно, вы можете продать невыгодно. Также есть риски блокировки аккаунтов, но, если честно, со мной и с моими друзьями никогда такое не случалось, и надеюсь, что с вами тоже никогда не случится и не повторится такой сценарий, как был с биржей FTX. Опять же, такой риск стоит закладывать, поэтому мы на бирже храним только те деньги, с которыми мы работаем. Ну и комиссия. За открытие-закрытие сделок, за переводы вы платите комиссии, поэтому их тоже нужно учитывать. Теперь, как начать арбитраж в 2025 году? Во-первых, вам нужны аккаунты на нескольких биржах. Выберите несколько популярных бирж: OKX, Bybit, Binance, CoinMex. На них вы сможете находить арбитражные возможности и зарабатывать. Используйте сканеры типа арбитраж сканера, который автоматически за вас будет находить сделки. Начните с маленького капитала, протестируйте арбитраж на 100-500 баксах. Не надо заходить сразу там на 10, на 5000 долларов. Протестируйте на маленькой сумме. Если у вас отлично получается, вы зарабатываете там стабильно 2-3 доллара в день, то можете увеличивать сумму и увеличивать свой заработок. И важно вести учет сделок. Ведите таблицы, где вы записываете сделку, открытие и закрытие позиции, сколько вы токенов набрали и какой профит вы получили. Так вы сможете оптимизировать свои стратегии и зарабатывать гораздо больше в будущем. Изучайте рынок, следите за новостями, также смотрите обучающие видео, в том числе на нашем канале. Мы рассказываем про арбитраж криптовалют и показываем реальные кейсы, на которых мы зарабатываем. И главное, помните, что арбитраж — это не кнопка бабло, это работа, требующая анализа и дисциплины. Итак, в этом видео мы разобрали 3 стратегии: межбиржевой, спот плюс фьючерс и арбитраж фандинга. Вы можете попробовать каждую стратегию и та, которая вам больше всего понравится, начать не разбираться и более углубленно изучать. Мы поняли, что реальная доходность 5-10% в месяц — это нормальная доходность на арбитраже криптовалют. Если видео было полезным, напишите комментарий, пробовали вы арбитраж, ставьте видосику лайк, подписывайтесь, ведь мы рассказываем про арбитраж криптовалюты. Смотрите другие ролики на нашем канале, ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!